Авика План Reaction. Change on the Rise. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Ну что ж, сегодня я хочу с вами вместе посмотреть нового героя на моем канале. Вот так. Пускай это будут герои, как будто я приглашаю их заочно на интервью. Авика План – это артист американский, которого кто-то из моих зрителей попросил меня некоторое время назад разобрать, посмотреть и сделать реакцию. Я сейчас в предвкушении, потому что я всегда обожаю смотреть артистов, которых я вообще никогда не слышала и не знаю. И, знаете, я зашла на канал у Авика Плана. Это артист, который выступает, играет себе на гитаре. У него есть много новых интересных видео, я думаю, что очень интересных. На канале чуть меньше 1 миллиона подписчиков, 809 тысяч. Ну, не чуть меньше, но тем не менее, да, надо понимать, какого уровня артист, если у него столько поклонников творчества. Смотрите, значит, я посмотрела тут видео на канале, и меня заинтересовало видео, которое было выпущено 2 года назад, которое набрало больше всего просмотров. Давайте так, первый раз, когда я буду смотреть на канале нового артиста, я буду смотреть именно самое популярное видео. Это видео, оно до сих пор набирает просмотры у Ави. И давайте, наверное, сейчас прямо его посмотрим. Это Change on the Rise. Дорогой друг, а если ты еще не подписан на мой канал, то, пожалуйста, подпишись. Красная кнопочка ждет тебя внизу. А я пока что включаю это видео. Поехали! Ого, вот это да. Где-то вдали от, можно сказать, цивилизации, да, деревья, лесной массив, да, мы видим. И вот такой вот... Сразу понятно, в каком стиле, в каком образе работает этот артист, да, Авика План. И с первых нот он прям захватывает своим голосом. Слышно, что очень сильный голос. Вот просто, знаете, есть люди, которые родились с мощным голосом. Вот мне кажется, что Авика План вот он такой. И я слышу баритон пока. Как круто! Очень глубокий, прямо красивый, низкий, насыщенный обертонами баритональный голос, да, очень красивый низ, прямо бархатный такой. Ага, сейчас был такой немножко эффект, как будто бы отклонение тональности, потом снова возвращение. И слышите такой равномерный бит. Пам, 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 пам. И там на картинке шаги в этот бит, да? Вау, вот это да. Может быть, кстати, ребята, он и бас, я не знаю. Может быть, Авика План на самом деле не... Ну, надо смотреть всегда по диапазону, какая нижняя нота, какая верхняя. Такой мощный голос, просто вау. Это вокалист-природник, сразу видно. Ну, невозможно. Такой, знаете, вот как родился Шаляпин, да, со своим голосом. Да, он, конечно, над ним много работал. Он его взращивал, он его огранял, как любой алмаз нужно огранить, чтобы он заблестел. Но вот просто, понимаете, самородок, вот он родился, да, и тут уже труба ерехонская, как у нас вот Диана, да, Анкудинова. Вот родился вот с этой трубой внутри, и все. Я бы так хотела смотреть это от начала и до конца и не прерывать. Пока не понимаю, что происходит, да, то есть Авика План, который смотрит на огонь и молится, и другая картинка, это они идут по лесу, ну, либо не они, либо какие-то другие люди. Что сейчас будет происходить, видимо, в процессе это будет все раскрываться. Я пока ничего не понимаю. Очень большой голос. Он какой-то необъятный, этот голос. Вау, вау. Так вот оно что. Ничего себе. Как круто. Какой
богатейший голос. Какой богатейший голос. Ничего себе. Ну и еще, кстати, если вы успеваете заметить, да, бэк-вокалы Вика План тоже прописал, как это называется, респонсорная техника, когда одна фраза на другую, либо каноном, да, но там не совсем канон, там не повторяются мелодии, там скорее бэк-вокал такой, вот как у Адель, например, вот эта вот песня Rolling in the Deep, да, вот там тоже вот этот прием. Ничего себе. I feel a change on the rise. Не, ребят, все-таки, наверное, баритон. Все-таки баритон. Та-та-да-та. Вот эту низкую ноту даже я там каким-то чуть-чуть, каким-то краем, да, могу зацепить. Нет, все-таки он баритон просто настолько, сколько вообще он объемный, огромный. Какое-то шаманство происходит, да? И на картинке, и в музыке. Такой... И самое-то интересное, что ведь не оторваться. Очень красиво, да, и в конце долгая нота тянущаяся, да? Вау, ребятки, вообще нереально как-то. Как он это делает? Нет, это глупый вопрос, конечно, как он это делает. Шикарно. Он это понятно, как он это делает, поет себе, рот открывает и поет. Ну просто как вот, какая богатейшая природа, я просто поражаюсь. Это вот реально человек родился с такой трубой внутри вообще. Они сейчас что, через костер будут прыгать? Мне прям даже стало как-то и интересно досмотреть. Нет, я в любом случае это буду досматривать, но уже хочется посмотреть, в чем будет итог. Да, потрясающе. Вот это вокалист, конечно. Спасибо огромное, ребята, кто меня попросил послушать Вика План. Я теперь буду знать. Вообще обожаю свой YouTube-канал за то, что я здесь не только высказываю какие-то свои мысли, я здесь еще и образовываюсь вместе с вами. Смотрю, в общем-то, что у нас в современном мире, в музыкальной среде происходит. Во всем мире. Такой, знаете, по-жестки такой мужик, такой мужицкий звук. Ну еще бы, да, мужик сказал, мужик сделал. Вот такой вот прям уф. Такой сила и мощь вот в этом голосе, да, и такое вот состояние, когда ты прям, да, я верю в тебя, давай, вообще. We're going strong, headed down the river, oh Lord, I feel the revelation. Вот это да. И ребята там вместе с ним, я так понимаю, что это его тоже коллектив, который поет. Просто мы не видим сейчас в данный момент, что они поют, но они, скорее всего, поют на записи. И вы заметили, что в аудиодорожке там есть вот это наложение, я уже про него сказала, да, и я как будто бы хор отвечает вообще. Да-да. У меня нет этих уже низких нот, ну, естественно, мужской голос, да. Но то, что я хотя бы их примеряю, это еще означает, что все-таки, ну вот, скорее всего, я не знаю, какая будет самая низкая нота у Вика Плана. Вот, например, Джефф Костолуччи, про него все знают, что он бас, да, какие он там ноты низкие достает. Здесь, наверное, фишка в другом. Здесь фишка в том, что вот этот сам по себе звук, он такой вот прям, да, такой широкий очень, вот как вот у нас у Дианы тоже такое. А вот здесь вот пошла хоровая вставка, да, ребята поют все. Как классно. Это мне теперь что-то историческое напоминает. Но я думаю, что Change on the Rise, изменись на восходе. Я думаю, что это как раз, наверное, знаете, про что? Про просветление, что ли? Про то, что, скорее всего, они призывают к тому, чтобы нашу планету все-таки
возродить и, ну, вот этот ведь ужас, который творится, да, там с климатом, с загрязнением вообще нашей среды, чтобы вот это прекратить. Я думаю, что, наверное, это об этом, скорее всего, да, то есть люди взяли факелы, они как такие, как немножко секта, да, сами по себе, где-то там в лесу, чтобы их никто не видел, они там, значит, в общем-то, вдохновляются друг с другом, да, взяли факелы, и сейчас они вот просто пойдут и очистят этот мир, так скажем, от нечисти. Я чувствую изменения на восходе. Я чувствую перерождение, да. Круто, круто. Какой потрясающий тембр, вообще нереальный, вообще супер, ребята. Класс. We're singing all day, and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Сейчас это вообще какой-то госпел, да? Вот такой суровый прямо мужик. Суровый мужик поет госпел. Да, и хор ему там отвечает. Вау, круто. Какое крутое видео. Ну не зря оно столько миллионов просмотров набрало. We're going strong, headed up, down the river, oh Lord, I feel. Качалова качает, просто вообще захватывает. Мне так сложно останавливать это видео. Мне хочется до конца слушать. Да. Крутой. И какой-то басовый ход, вот он все время, да, сам поет основную партию, и слышно, что он же сам прописал басовую линию, ну там какие-то вот эти вот ходы, да, переход с одной гармонии на другую. Так классно вообще. Вау, ребята, это просто вау. Feel a change on the rise. On the rise. На октаву выше. On the rise. On the rise. Ну, там нету этих нот. On the rise. Вау, 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 вау. Singing all day, you can't tame it. High tide, low tide, you know. И, ребята, вот когда я закончу записывать видос, я еще раз прямо от начала до конца посмотрю, я вам обещаю. Вот слышите вот этот басовый переход, да, такой? Какой он крутой. Вау. I change on the rise. Качалова. Вот это да. Ну вот на восходе он изменяется. I feel a change on the rise. Как я могла жить целых 2 года, не смотря это видео? Мне непонятно. Как целых 2 года я не знала про существование этого певца? Ребята, как и обещала, посмотрела видео еще раз от начала и до конца, чтобы не останавливать. Это просто вау. Ну, вау. Как я раньше не могла не знать про существование этого вокалиста нереального какого-то. Ну это вообще. Спасибо огромное, дорогой мой зритель, который попросил меня записать реакцию на видео Ави Каплана. Я вообще в шоке. Такой голос. Но с таким голосом, ребята, надо родиться. Тут как бы уже, знаете, это что называется, нельзя было не обнаружить такой голос, да, потому что это вот просто... Вот открыл рот, и там такое льющееся пространство. Да. Это вообще крутяк, ребята. Знаете, вот я так люблю голоса мужские, которые поют вот настоящим мужским голосом. Как сказать? Мужским тембром, мужской подачей. Вот это вот без всего.
Хотя такие тоже голоса иногда люблю послушать. Видите, тут же все по настроению, да? Но вот это его слишком много на эстраде. А вот такого прям вот я как послушала, да, Джеффа Кослаучи, думаю, ну вот, вообще, вот как раз тот голос, которого мне так не хватало для вдохновения, наверное, какого-то. А тут я еще про Ави Каплана услышала. Это вообще, это вау, ребята, это вау. Я с удовольствием буду, ребята, дальше смотреть видео Ави Каплана. Если, конечно, вы тоже хотите этого, напишите в комментариях, ребята, интересно ли вам будет смотреть другие видео вместе со мной этого замечательного артиста, вокалиста. Просто, вот я как говорю, я на своем канале разбираю крутых вокалистов. Ну, это вообще, как я долго могла не знать про то, что существует такой, ну, божественный голос. Вообще, это вообще безумие какое-то. Спасибо, ребята. Слов просто нет. Вот я как раньше Димаша, помните, слушала, там на каких-то на высоких нотах у меня просто пропадал дар речи, и я такая, ой, что сказать-то? Я не могу это никак объяснить. Вот здесь примерно такое же, да, что это вот такая природа голоса, что тут вообще, тут даже про какую-то вокальную технику особо говорить не приходится, потому что, хотя это слышно, что голос огранен, он правильно поставлен, он как бы, я думаю, что очень много лет занимался своим голосом, потому что даже если человек родился с такой ерехонской трубой внутри, так или иначе она подлежит обработке, да, просто так оно не заблестит. Обязательно нужно с голосом работать, чтобы появлялась вот эта гибкость, да, опять же, мы слышали вот эти вот все переходы, где-то там мелизм, когда Ави Каплан пел, вставлял, это все равно этому надо учиться. Но, тем не менее, вот, конечно, тут высвечивает только, ну, в основном природу. Это вообще вау. Ладно, короче, я буду бесконечно говорить вау, пока вы мне не выключите это видео. Короче, ребята, Ави Каплан просто вау для меня. Пишите в комментариях, что считаете, согласны вы со мной или нет. Я буду очень рада с вами пообщаться и обсудить. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями в социальных сетях, ведь это очень сильно помогает развитию моего канала. Я буду за это вам очень благодарна, уже благодарна и была благодарна. Спасибо вам за вашу поддержку. И приходите на премьеры новых видео каждый понедельник и каждый четверг. А с вами преподаватель вокала Орлеанна. Короче, ладно, сегодня я не в голосе. Пока.